Всем привет, с вами Ода с канала Дневник Пирата, и сегодня расскажу вам о новой игре, которая называется Gigaverse, которая вышла буквально несколько дней назад, и есть еще время, чтобы залететь в первых рядах в эту игру. Почему же именно этот проект, почему он нам так и интересен? Да, все просто, одним из создателей этой игры является Дитх, который является одним из главных людей в Pirate Nation, да и вообще в целом во всем Proof of Play, который, я напомню, привлек 33 миллиона долларов инвестиций от H16Z, и поэтому этот проект тоже может выстрелить. Официально пока нет никаких данных об инвесторах, о фондах каких-то, но всякое может быть, можем понимать, какие связи имеются у создателей, и поэтому и будем рассматривать этот проект поподробнее. Буквально вчера открылась регистрация для всех. Теперь все желающие могут зарегистрироваться, но есть маленький нюанс. Обо всем по порядку. Итак, чтобы зарегистрироваться в игре, переходим на Gigaverse.io, можно по ссылке в описании, можно просто в браузере вбить. Нам обязательно нужно подключать кошелек абстракта. Смотрите, если вам там предлагает MetaMask выбрать, то нет, не получится через него зарегаться. Лучше сразу через абстракт регаться, так будет меньше всего проблем. В абстракте единственное можно зарегаться в MetaMask, но стоит ли создавать лишние вот эти вот связи, не знаю, смотрите сами, но, например, можно зарегаться через Gmail. Все, регаемся через Google, подключаем свой аккаунт, и у нас создается абстракт кошелек, который мы уже привязываем к самому Gigaverse. Нажимаем привязать, и на этом этапе происходит сама регистрация, делаем подписи все необходимые. Дальше, собственно, следующий момент, почему такая оговорочка, да, что регистрация открыта, да не совсем для всех, потому что они сделали платную регистрацию. То есть изначально, когда проект только вышел, нам нужен был специальный пас, который там стоил от 25 до 50 долларов, в зависимости от рынка. Так продолжалось буквально несколько дней, и после этого они сказали, что все, эти пасы теперь не обязательны, у них будет позже другое утилити. Однако зарегистрироваться можно теперь без паса, но нужно заплатить комиссию 0,0369 эфира. Это около 10 долларов. Собственно, как нам заплатить эту комиссию, если мы все-таки решили регистрироваться? Рекомендую воспользоваться бриджем от Relay, самый простой способ. Соответственно, переходим в сам EBS кошелек, он сейчас только в виде сайта, не нужно никаких отдельных расширений скачивать, просто переходим на abs.xyz и все, входим в свой аккаунт, который мы только что создали через учетку Google, например, либо через другой кошелек, и здесь уже получаем адрес кошелька. Все, нажимаем копировать, видим предупреждение о том, что сюда можно посылать только средства на сеть Abstract. А чтобы туда деньги закинуть, мы можем, например, воспользоваться Relay, да, как такой самый, ну, для меня привычный мост. Если у вас деньги, например, на бирже, то выводите в какой-нибудь Arbitrum, например, будет и на бирже маленький газ, и для дальнейших переводов маленький газ, что очень удобно. Переводите с небольшим запасом, и здесь вот в пункте Select Wallet просто нажимаете пункт Past Wallet и вбиваете свой ABS адрес. Ну и, соответственно, подключаете кошелек, там уже, неважно, там MetaMask или Rebbe, на котором у вас там чуть больше 10 долларов, да, скидываете запасом, чтобы на газ, на все переводы хватило. И, собственно, закидываете деньги на абстракт, делаете бридж здесь, переходите на сайт уже Gigaverse, вбиваете любой юзернейм, платите 10 долларов и попадаете в игру. Вот на данный момент, на момент записи видео, уже 18 670 игроков зарегистрировалось. Итак, после регистрации мы попадаем непосредственно в саму игру. Здесь на данный момент у нас только есть одна механика. Позже потихонечку игра будет, конечно, дорабатываться. Это вот самая-самая там альфа-версия. Появляется наш персонаж вот здесь вот, и нужно сначала первым делом пройти вниз. И вот тут у нас есть рычаг, который нужно переключить. Это, в принципе, единственное действие в игре, да, кнопочкой E английской переключается рычаг, которая, в общем, происходит вне боев. Дальше поднимаемся в самый верх и видим вот эту вот платформу для сражений. Опять нажимаем E, и у нас появляется меню
с двумя режимами боя. Normal мод и Gigus мод, который требует намного больше энергии. Сразу объясню, в чем разница. В Gigus моде выпадают более какие-то редкие детали, новые. Пока непонятно, для чего они нужны. Вот в чем проблема. Поэтому я не советую пока идти в Gigus мод. Может быть, на перспективу там это смартово, но в начале ваша задача как можно быстрее персонажа прокачать. А для этого нам нужны детали, которые выпадают в Normal моде. Все, нажимаем Normal мод и попадаем непосредственно в сами сражения, которые здесь есть. Механика, ну, максимально простая. Камень, ножницы, бумага, да. Меч, получается, у нас бьет вот этот ромб. Получается, ромб бьет щит. Щит бьет меч. И как бы все. Ходы соперника абсолютно рандомны, мне кажется. Не знаю, есть ли у них какая-то логика, именно прям, так скажем, мышление, да. Там так краем говорили, что может быть какая-то нейроштуки будут внедрены, в общем, в соперников. Но я не знаю, я не замечал. Иногда ходы соперника, ну, максимально нелогичные, а иногда, наоборот, слишком жесткие. Но так или иначе, вот, я победил первого соперника, просто тыкая, на самом деле, все подряд на рандом. И получаю 3 вот таких штучки. Подходим, эти штучки нужны нам для прокачки. Что я покажу дальше. Чтобы попасть в следующий бой, просто встаем на платформу, где был наш соперник, и нажимаем кнопочку Е. Здесь нам предлагает, что мы будем улучшать в следующем раунде конкретно, да. То есть эти улучшения с нами не навсегда, они только до тех пор, пока мы не проиграем, да, на следующие бои. Ну, например, я выбираю улучшение меча. Если подробнее разобраться, то первая цифра — это сколько урона мы можем нанести сопернику, а вторая цифра — насколько мы улучшим свой армор. Опять же, эти умения применяются в случае победы, либо ничьи в самой камень, ножницы, бумага, так скажем. Ну, ничего на самом деле полезного супер тут не выпало, конечно. Лучше улучшать какие-то атакующие навыки, например. Но да ладно. Попадаем в следующий бой. Все то же самое. Опять бросаем рандомные вещи. Советую чаще как-то меч выбрасывать. Ну, во всяком случае, это немножко логично. Чтобы быстрее попытаться добить соперника, пока не добили вас. Но тут еще есть такие приколы, что, например, количество одинаковых ходов ограничено. То есть я не могу постоянно меч выкидывать. Поэтому приходится добавлять, так скажем, разнообразие в свои бои, чтобы именно избегать таких ситуаций. Однако, я не знаю, читает ли это соперник, что у вас такие ходы или нет. Не до конца это понятно. Иногда как будто читает, иногда нет. Фиг его поймешь. И все, вот второй я бой прошел. Здесь тоже нам предлагают что-то улучшить. Ну, давайте, например, меч улучшим, чтобы попытаться быстро убить соперника. Однако, конечно, это будет сложновато сделать. Вот не знаю. Он сейчас кидает меч, да. Я кидаю щит. У меня увеличивается, соответственно, щит. И сейчас я очень жестко получаю. Каждый следующий соперник, конечно же, обладает более мощными скиллами, что ставит задачу по даже простому выживанию все более затруднительной. Да, на третьем боссе я умираю. Опять же, тут не думайте, что вы там что-то не шарите, что не можете далеко пройти. На самом деле тут такая фигня, что большинство людей либо на втором, либо на третьем застревают. Попасть на 4+, но это нужно очень много попыток, чтобы это сделать. И просто много удачи. Итак, получается, этот бой в Normal моде стоит у нас 40 энергии. Как видите, справа сверху количество энергии у нас максимальное 240. 240 энергии восстанавливается ровно за сутки. Там уже сами можете посчитать, сколько в минуту, так скажем. Но я особо не запариваюсь. Один раз в день можно в игру заходить, сливать всю энергию. Получается у нас 6 боев. То, что у нас выпало, мы можем посмотреть. Так, вот отсюда выйти. Смотреть в инвентаре, да, то есть вот у меня выпали эти штуки, эти скрапы, выпадают иногда болты, и остальные детали тут тоже можно найти кое-где, об этом чуть позже. Переходим в скиллы. В общем, эти скрапы, которые выпадают с боев, нужны нам для прокачки скиллов. То есть здесь можно прокачать сами вот эти карточки хода, да, которые я вам объяснял, что там сколько урона наносит, сколько защиты приносит, либо максимальное количество хп и армора, которая, в принципе, доступна вам в бою. Рекомендую по своему личному опыту, что все-таки, наверное, армор для начала нужно вкачать на парочку единиц, потому что там, когда вы побеждаете с щитом, вы получаете 4 единицы армора.
но лимит на стартовом вашем персонаже будет всего лишь 2. То есть 2 щита сразу никуда уходят. Ну, мне лично это не нравится как перфекционисту, поэтому первым делом я качал щит. А дальше уже можно качать что-нибудь другое. Обращайте внимание, что неважно, что вы качаете, то есть я, например, скачал 2 единицы армора, все навыки дорожают. То есть первая прокачка любого скилла, да, любого навыка из этих будет стоить определенное количество денег, но когда вы вкачаете даже условно армор, подорожает прокачка хп в том числе. Как видите, сейчас любая прокачка у меня тут вот 100 этих скрапов стоит. Как получить больше энергии? Это у нас единственный способ купить себе NFT Gigarom, которые называются, они бывают разной рарности. Приносят они у нас энергию, причем вот, допустим, для примера 128 мегабайт у меня, да, NFT-шка, она приносит 300 энергии, но в неделю, то есть не в день, а в неделю. И вот эти вот ресурсы, ну, которые пока сложновато оценить, потому что пока непонятно, для чего они нужны. Ну, также сразу покажу, что здесь экспорт-импорт есть, да, вещей из игры. А вот эти скрапы, которые нужны нам для прокачки, они soulbound, поэтому их раньше можно было выводить, но продавать в любом случае нельзя. Поэтому это особо не имело смысла. А вот все остальное тут можно выводить, либо наоборот закидывать. Опять же, пока маркет не очень живой за счет того, что, ну так скажем, нет применения ни у чего этого. Игра вот прям совсем в альфе. Нету точной инфы, что будет дальше, потому что один из концептов этой игры это то, что у нас не будет никакого роудмапа. Игра будет вот развиваться, может быть, не знаю, немножко лихорадочно, судорожно, но не знаю, к чему это приведет. Однако, пока ничего сложного в этой игре я не вижу, времени она много не занимает, там буквально 5-10 минут в день. Поэтому, наверное, стоит зарегаться, если у вас есть возможность заплатить 10 баксов. Регистрация стоит 10 баксов в качестве защиты от больших ферм, как написал вчера Дитх в Дискорде. Ну, как бы окей, так скажем, потому что там, условно можно было бы задуматься о создании там от 20, 30, 40, когда учитывая, что геймплей очень простой, можно было даже кликер какой-нибудь написать. А так хотя бы каких-то огромных ферм не то чтобы не будет совсем, но будет меньше, что в целом не такая уж и плохая новость. Еще забыл рассказать, что при регистрации у вас спросят, какую фракцию выбирать. Я, если честно, ткну, но просто рандомно, хотя вот если у вас есть ROM NFT, то на ней написано, какой фракции эта NFT принадлежит, и, наверное, имеет смысл выбрать аналогичную фракцию. Если у вас такой NFT нет, то выбирайте просто любую, потому что пока никакого утилити это не несет. Что касается дополнительного восстановления энергии, да, как я говорил, что NFT на 128 мегабайт восстанавливает 300 энергии в неделю, и вот тут можете глянуть, какое количество энергии приносят другие объемы памяти. То есть количество единиц энергии, которые нам может восстановить NFT-шка, зависит только от памяти на данный момент. Но не забываем, что разные рарности приносят еще дополнительные ресурсы, которые в будущем, может быть, пригодятся. Цены здесь не совсем актуальные, да, надо смотреть в моменте, конечно, сейчас вот идем на рынок. Ну вот, например, NFT-шка самая базовая, да, вот можем зайти в нее и посмотреть, какой объем памяти, 16 мегабайт, да. Логично, стоит 0.039. Ну, в принципе, вот ссылку тоже на Magic Eden оставлю. Здесь можете либо по рарности, либо по фракциям фильтры настроить. Но главное, нас интересует память, да. Допустим, на 128 мегабайт NFT-шка стоит 0.88, если это вот золотая. В принципе, всего 4 тира у нас тут существует. Silver, самая плохая, базовая. Gold, Void и Giga. Но цены на Гигу и Void довольно высоки. Giga аж 0.7 эфиров. Void сейчас начинаются от 0.14. Ну так. Mint стоил 0.055. Но рарности выпадали рандомно. Поэтому кому-то, конечно, не повезло Silver, что выпал. В принципе, его, опять же, продают ниже цены Минта. Поэтому, ну, как по мне, это вполне смартовая идея откупать их. У меня у самого парочка есть голдов, которые мне выпали с Минта. В целом повезло, да, что Минт в плюс закрылся. Однако, опять же, как я и говорил ранее, сейчас по-прежнему нет
никаких инвесторов, никакого большого шила, никакого там серьезного маркетинга, ничего такого нету. То есть у проекта потенциально все впереди, поэтому то, что мы сейчас видим, это уже на самом деле прикольно, что они смогли с абсолютного нуля собрать такую аудиторию, поэтому при этом есть куда расти, и я лично вижу, что вполне этот проект может выстрелить. Но, опять же, как говорится, Dior, все риски берите на себя. Лично я вот заметил 2 NFT-шки, их продавать не собираюсь. Наверное, новые аки тоже особо делать не собираюсь. Более еще и платная регистрация немножко остудила мысли на эту тему. Буду просто на одном аке отыгрывать, посмотрим, какие там режимы дальше будут, какие еще фишки нас ожидают в игре. Однако, вот примерно такие дела. В описании, в закрепленном комментарии я также оставлю ссылку на телеграм-канал, где я пощу все новости по этой игре. И также у нас есть чат телеги, обязательно залетайте, если есть какие-то вопросы, пишите. Я там онлайн практически постоянно подскажу, помогу по любым моментам. Кроме коллекции с ромами гигаверсии, есть еще вот на Magic Academy коллекция Gigaverse Items, где все остальное обитает. Здесь вот эти вот скрапы, они выставлены, но вы их не купить, не продать не сможете, поэтому не обращайте внимания. В целом, я сказал, что рынок вообще никакой, но это, наверное, преувеличение, на самом деле, вот какие-то разные предметы покупаются, продаются, то есть люди потихоньку трейдят. Никакого, опять же, утилити, ничего из этого пока нету, только можем определить радость, так скажем. Например, вот есть скины, которые можно надевать на своего персонажа, но, опять же, никакого бонуса, никакого буста они пока не дают. Однако, как видите, какие-то вещи более редкие, какие-то более распространенные, но так или иначе все это уже потихоньку двигается. Будем ждать, что будет дальше. Еще такой момент, что есть main коллекция GLHF, да, на баннере даже игры написано, что сделано от GLHF. Изначально это как считается main коллекцией, но пока утилити этой коллекции не дали. Единственное, дали заминтить вот эти NFT ROM. Но я думаю, у самой коллекции GLHF тоже должно быть какой-то утилити. Очень долго эти NFT-шки лежали по 0.04 на маркете, на блюре. Но потом был очень сильный взлет, конечно, до 0.5 эфиров практически, да. Ну, где-то и по 0.5 точно были продажи. Однако вот сейчас они уже по 0.12, и пока не совсем понятно, в игре они не применяются, хотя, казалось бы, являются мейн-коллекцией. Тоже такой интересный момент, о котором не нужно забывать. Рассказал все, что известно на данный момент о Gigaverse. Во всяком случае, все, что я знаю. Поэтому такие дела. Если есть что дополнить, обязательно пишите в комментариях. Ну а на сегодня все. С вами был Одас. До новых встреч. Увидимся. Пока.